Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня мы поговорим о сайте CoinMarketCap. Я вообще решил создать целый плейлист с различными сайтами, которые просто необходимы любому криптону. И вот один из таких сайтов — это CoinMarketCap. Сегодня пробежимся по этому сайту, а далее я планирую снять большой плейлист с обзорами самых нужных, самых важных сайтов. Поэтому подписывайтесь на канал. Здесь у меня много контента для новичков. Так что погнали. Итак, сайт CoinMarketCap. Изначально это, конечно же, рейтинг криптовалют, да, криптовалют и криптовалютных бирж. Если на данном сайте нет той или иной криптовалюты, то, скорее всего, вам лучше обойти ее стороной, потому что, значит, с ней точно что-то не так. Потому что любой уважающийся проект, который выпускается, да, первым делом идет вот на подобные сайты, а мы поговорим и еще о нескольких, да, но уже в других видео, чтобы разместить здесь, собственно, свой проект. К примеру, здесь как раз-таки первой самой вкладкой и является этот самый рейтинг криптовалют. Как мы видим, вот от 1 и вплоть там до многих тысяч, потому что на первой странице только вот топ-100 криптовалют. Криптовалюты, как правило, сортируются по рыночной капитализации. То есть это самый важный показатель. То есть сколько денег в той или иной криптовалюте. Например, мы видим, что в биткоине у нас в данный момент рыночная капитализация 2,28 триллиона долларов. Ну и далее уже, то есть все меньше и меньше и меньше, какие монеты имеют капитализацию. Таким образом, мы уже можем как бы сделать вывод, насколько популярна та или иная криптовалюта. Помимо этого, мы здесь видим, естественно, цену этой самой криптовалюты, как она изменилась за последний час, 24 часа или 7 дней. И все эти фильтры вы можете настроить вручную, нажав вот здесь фильтры, да, то есть отсортировать по различным категориям. Либо вы можете здесь нажать вкладочку колонки и выбрать для себя, что именно вам важно. И у вас здесь появятся именно нужные колонки. То есть вы можете рейтинг для себя собрать такой, который вам нужен. Например, по волатильности или изменения за 30 дней, не только за 7 дней, да. Мол, зачем мне изменения там за 7 дней? Лучше посмотрю изменения за 30 дней, да, или за 90 дней. Максимальное количество единовременных метрик составляет 12 штук. То есть вы можете здесь 12 метрик единовременно выбрать. Здесь также имеются уже готовые пресеты, по которым вы можете выбрать, да, либо выбрать настраиваемый и самостоятельно выбрать то, что вам нужно. Ну и здесь, кстати говоря, вы можете разместить, где у вас какая конкретно колонка должна находиться. Например, мы сейчас добавили 30-90 дней, но они были в конце, а нам они нужны, собственно, вот здесь. Вот мы и видим, как у нас менялась цена за 30 и за 90 дней на том же самом биткоине. Провалившись внутрь криптовалюты, мы здесь видим огромное количество дополнительной информации. То есть помимо рыночной капитализации, также объем торгов за последние 24 часа, да, общее предложение, сколько монет, да, здесь имеются восклицательные знаки, и я слишком подробно не буду останавливаться на каждом значении. Вы можете навести мышку и, собственно, почитать более подробно. Но из самого важного, чтобы вам ни в коем случае не попасть на каких-либо мошенников и так далее, то есть вам какую-то монету скинули, сказали, вот, покупай, монета крутая, да, вы находите ее здесь, во вкладке поиск, да, просто введя ее название, попадаете на эту страничку, и вот здесь слева вы можете найти официальный сайт той или иной криптовалюты, то есть вас уже не смогут обмануть. Потому что вы можете найти здесь как официальные соцсети, так и официальный сайт той или иной криптовалюты и еще кучу дополнительной информации, то есть в том числе и в каких кошельках вы можете хранить эту криптовалюту. Посередине мы видим график, и график мы можем также сделать различного вида. Например, мы можем сделать график, чтобы у нас был TradingView. Это уже более профессиональный инструмент, и о нем мы поговорим в другом видео. Но здесь можно очень гибко настраивать эти самые графики и смотреть изменения цены за определенный период времени, в том числе добавлять различные индикаторы и так далее. В этом мы сейчас тоже не будем подробно останавливаться. Здесь мы можем изменить, чтобы были японские свечи, либо вот такой вот график.
Ну, естественно, период времени, за какой период времени вы хотите посмотреть цену. Но здесь можно просто посмотреть как-то базовую информацию, да, какие-то базовые изменения, да, но для конкретного подробного анализа существуют уже специальные сайты, такие как TradingView. Как я и сказал, о нем мы поговорим в другом ролике. Что еще очень важно, здесь вы можете посмотреть, где торгуется та или иная монета. Давайте я сейчас перейду не на биткоин, а на что-нибудь, ну, немножечко дальше, потому что это очень важно. Например, монета Космос Атом, да, это довольно хорошая монета, но здесь мы можем посмотреть, где она торгуется, например, с максимальным объемом. То есть объем 24 часа. Мы можем посмотреть, что, допустим, Атом с самым большим объемом торгуется на бирже Huobi, да, HTX. Также имеется такой показатель, как капитал, необходимый для увеличения цены на 2%. То есть, если вы начинаете какую-то монету покупать, и она у вас резко выстреливает в космос, да, с некоторыми щиткоинами такое легко может произойти. Поэтому, видите, здесь абсолютно разные значения, как раз-таки, которые повлияют на цену. И, как вы видите, на разных биржах это совершенно разная цена. То есть, если у вас прям большой капитал, и вы хотите купить на большую сумму ту или иную монету, вы можете сразу посмотреть на это значение и понять, что, допустим, если я на Binance начну покупать Атом, то нужно купить почти на 300 тысяч долларов, чтобы цена монеты Атом изменилась на 2%, то есть выросла на 2%. Также на некоторых монетах, которые могут быть в различных блокчейнах, да, и в децентрализованных кошельках, существуют официальные контракты. К примеру, если у вас есть кошелек Trust Wallet или MetaMask, чтобы вам снова же никакие мошенники не дали какую-то левую монету, левый контракт, да, с помощью которого могут украсть ваши деньги, вы также можете зайти на CoinMarketCap, найти нужную монету, и здесь имеются вот такие стрелочки, и вы можете добавить, например, в самые популярные кошельки, такие как Trust Wallet и MetaMask. То есть вы просто нажимаете кнопочку, и монетка добавляется в ваш кошелек. Либо скопировать и добавить вручную. Об этом мы также поговорим в отдельном ролике, когда будем рассматривать кошельки Trust Wallet и, например, MetaMask. Это такая самая базовая и нужная информация, которую вам стоит смотреть на CoinMarketCap по той или иной монете. Ну, также еще имеется здесь и, скажем так, небольшая соцсеть, где люди выражают какие-то свои мнения по поводу той или иной монеты, да, то есть если мы зашли в Атом, то здесь будет информация про Атом, и вы также можете здесь взять и от своего имени что-то дополнительно написать про Атом. Вот здесь, опускаясь ниже рынков, вы можете почитать последние новости по той или иной монете, то есть чем монета, скажем так, лучше, да, чем монета более высокую капитализацию имеет, тем больше различной информации вы здесь будете находить. Здесь ниже мы видим, что какая имеется доходность, то есть где самый выгодный стейкинг на эту самую, например, монету, да, информация по токеномике, по разлокам. То есть, в принципе, здесь довольно много информации имеется о аналитике той или иной монеты. То есть, давайте подытожим. В рейтинге, выбрав ту или иную монету, вы можете найти максимальное количество информации о этой монете, чтобы сделать какой-то анализ и, например, принять решение, стоит ли вам покупать эту монету, либо не стоит вам ее покупать. Еще из важного здесь имеется также рейтинг криптовалютных бирж. Например, вам рекомендует какой-то друг зарегистрироваться на какой-то непонятной бирже, например, там, я не знаю, например, на какой-нибудь там бирже VEX, да, а вы такой, да что это за биржа? И тут вы как раз-таки вводите в поиске ее название, там, какой-то VEX, да, имеется вот токен, а здесь, видите, подписано биржи. И все, вы переходите в эту биржу и уже смотрите, что это за биржа. Здесь имеется официальный сайт на эту биржу, какие у нее торговые комиссии, блок. Теперь все биржи стали добавлять также еще и финансовые резервы. Это как является доказательством того, что биржа имеет в резерве такое количество денег, которые хранят на этой бирже пользователи, да, и в случае, если ее взломают, то она сможет, допустим, вернуть вам ваши деньги. Ну и, естественно, здесь имеется также информация о этой самой бирже, то есть когда она зарегистрирована, что это за биржа, какие у нее приоритеты, цели, ценности и так далее. Ну и, собственно, здесь не просто информация, это прям кошельки этой самой биржи, где вы можете уже скопировать этот кошелек, да, перейти на него и посмотреть, какие там происходили транзакции, какие перемещения и так далее и тому подобное.
На главной странице выбора бирж вы, естественно, можете их отсортировать также по различным критериям, таким как торговый объем, например, на споте, либо деривативах. Некоторые биржи хороши для спота, некоторые биржи хороши для деривативов, но в целом вы как бы можете здесь посмотреть определенный рейтинг, да, рейтинг этих самых бирж. Например, там Binance стоит на первом месте, далее там сейчас Bybit, биржа OKX, да, мы видим, что на пятом месте, но тот же самый Coinbase, допустим, недоступен для граждан, к примеру, России, да, то есть многие американские биржи вообще, собственно, для вас будут недоступны. Вот, если мы отсортируем по деривативам, это сейчас, скажем так, самый такой частый рейтинг, которым пользуются биржи, да, то есть именно чтобы, смотрите, мы топ-биржа по деривативам. Ну и, в принципе, сейчас одни из самых топовых бирж, которые доступны для широкого пользователя, это Bybit, OKX, BitGet, Gate.io. И как раз-таки это биржи, которыми мы пользуемся. Кстати говоря, ссылочки на регистрацию на этих биржах будут в описании. И на большинство бирж там имеется еще и 20% кэшбэк торговых комиссий обратно на счет прямо в долларах. Просто перейдите в описание и посмотрите, выберите нужную вам биржу. Те биржи, которые позволяют делиться торговыми комиссиями, у меня указаны. 20% это на самом деле довольно большой кэшбэк, так что не упустите такую возможность. Помимо централизованных бирж, здесь также имеются рейтинги еще и децентрализованных бирж, которые можно отсеять по различным блокчейнам, потому что в каждом блокчейне имеется свой фаворит. Например, если мы выберем Binance Smart Chain сеть, да, то это, естественно, PancakeSwap. Если Ethereum, то это будет какой-нибудь Uniswap или SushiSwap, да, вот мы видим, и так далее. Если вы хотите узнать, для какого блокчейна какая площадка, например, самая топовая, например, если мы перейдем на Тон, да, то мы видим, что вот эта площадка для Тона самая топовая, да, но объем торгов снова же доверия не вызывает. Не такой-то и большой, и как мы видим, что доля от рынка довольно маленькая. Если перейдем на Solana, то также можем, допустим, увидеть топы, да. Далее, как мы уже обсуждали ранее, переходим внутрь, проваливаемся, да, и уже переходим на официальный сайт. Таким образом, вас никто не сможет обмануть, и вы в обязательном порядке перейдете именно на официальный сайт, на самый лучший, где вас не обманут. Также на CoinMarketCap вы можете создать портфель своей криптовалюты, точнее своих каких-то криптовалют. Вы покупаете криптовалюту, и, естественно, вам важно запоминать, по какой цене вы ее купили, когда купили, потом, когда продали, по какой цене продали, чтобы похвастаться другу, какой профит вы получили, либо отслеживать, как сильно упала ваша криптовалюта, да. Здесь можно нажать кнопочку «Создать портфель», и как раз-таки здесь добавляем транзакцию. Например, мы купили биткоин, и выбираем, допустим, какое количество биткоина мы купили, например, 0.01 биткоин, да, и здесь указываем цену. Автоматически здесь подтягивается актуальная цена, которая сейчас, да, либо вы, если покупали по какой-то другой цене, например, 58 тысяч долларов, вы берете и вписываете 58 тысяч долларов. Также дату, когда вы покупали, она подтягивается автоматически, либо вы можете указать ее вручную, какая была заплачена комиссия и так далее. Можете также заметку здесь какую-то добавить, какой-то комментарий, при каких обстоятельствах, к примеру, вы покупали эту самую криптовалюту. Потом нажимаете кнопочку «Добавить транзакцию», и вот, вуаля, мы уже видим, что мы купили биткоин, средняя наша цена покупки 58 тысяч долларов, и в итоге мы имеем 96,6% профита, что является 560 долларов. Итак, вы можете добавить, сформировать портфель, то есть любую криптовалюту, которую вы покупаете, она в принципе здесь в поиске вы можете ее найти и добавить, да. Здесь вот нажимаете «Добавить транзакцию» и просто выбираете из списка нужную криптовалюту. Удобная штука, как видите, сам пользуюсь. Ну и помимо того, что можно вручную добавлять, да, монеты, можно также подключить какие-то ваши дополнительные кошельки, которые автоматически будут подтягивать информацию. То есть, если вы имеете кошелек MetaMask, либо Trust Wallet, да, и хотите отслеживать также свои транзакции, вы можете просто приконнектить его сюда, и у вас автоматически будет отслеживаться цена. Если вам не нужен кошелек, нажимаем сюда и удаляем этот самый кошелек. Также из приятных мелочей на CoinMarketCap имеется вот здесь в профиле, справа сверху, имеются вот такие бриллиантики. Нажимаете на эти самые бриллиантики и можете каждый день собирать эти самые
бриллиантики, да. Я вот собрал уже 25 почти что тысяч штук, и потом вы можете за эти бриллианты получать какие-либо вознаграждения, да, то есть скидка 65% на это VPN, да, похоже, либо антивирус, да. Вот он VPN, а это, видимо, какой-то антивирус. То есть можете получить довольно крупные скидки на различные криптовалютные приколюхи. Например, вот имеется криптовалютный кошелек, холодный кошелек, да, о них мы также поговорим. Я также запишу ролик именно в этот плейлист. У меня есть несколько холодных кошельков, которые я полностью буду обозревать и рассказывать, как ими пользоваться. Поэтому подпишись на канал, чтобы не пропустить. Вот, и, собственно, вы можете получать скидки на эти самые товары с помощью этих самых бесплатных бриллиантов. Я по приколу покупал аватарку Илона Маска. Пока что просто коплю, потому что, для меня чего-то ценного и важного пока что здесь не было. Итак, продолжаем. Еще из интересного на CoinMarketCap вы можете найти исторические снимки. К примеру, вы хотите узнать, сколько денег стоила та или иная криптовалюта в тот или иной момент времени. Например, давайте узнаем, сколько стоил биткоин 3 января 2016 года. Вот мы открываем и видим, что биткоин стоил в то время $430. Ну, естественно, мы можем посмотреть все монеты, которые были на тот момент и сколько они стоили на тот самый момент. Тоже бывает очень полезным, если вы какую-то статистику собираете, и если хотите снять какой-то интересный ролик, либо какие-то диаграммы строите и так далее. Далее, разблокировки токенов. Как правило, многие токены, многие монеты выходят не все целиком сразу, да, не вся эмиссия выдается в рынок. Часто у токенов бывают разблокировки. Допустим, на TGE это токен Generation Event, это в самый первый момент, когда выходит монета, да, она выходит только 10%, и потом постепенно в течение года токены разблокируются и постепенно поступают в рынок, да. И вот здесь мы как раз-таки можем посмотреть даты разблокировки токенов, которые поступают в рынок. Вот мы, например, видим, что монета Мамо через 4 часа поступит такое количество монет, что является там 2% от общего заблокированного количества. И то есть здесь вы можете отслеживать эти разблокировки. Это бывает важно, потому что когда такое происходит, может быть какая-то волатильность на той или иной монете, в принципе, на чем можно заработать. То есть у вас может быть много различных стратегий, с помощью которых вы зарабатываете деньги. И это может быть одна из них. Далее, доходность. Здесь вы можете посмотреть, какую дают максимальную доходность различные сайты, да, на те или иные монеты. То есть здесь мы просто можем посмотреть средний процент доходности на те или иные монеты, то есть и какой вид стейкинга это будет, то есть какие площадки будут. Далее мы уже проваливаемся, к примеру, внутрь и попадаем на ту же самую страничку, которую мы уже с вами смотрели, поэтому это просто то же самое, но вынесенное в отдельную, скажем так, страничку, да. Вот, и здесь мы уже можем отсортировать и посмотреть, где имеется максимальная доходность в стейкинге на те или иные монеты. В общем, все то же самое, что мы посмотрели, только отдельно. Кстати говоря, как только вы заходите вообще на CoinMarketCap, рекомендую вам, допустим, здесь поставить язык, какой вы хотите, какой вам нравится. Но у вас, возможно, если вы выберете русский язык, цены поменяются на рубли. Как мы видим, у меня сейчас поменялось. Цены обязательно ставьте USD, потому что вся крипта живет в ценах, скажем так, к доллару, да. Никто не знает, сколько стоит биткоин, к примеру, сейчас в рублях. Я вот лично не знаю, сколько в рублях сейчас стоит один биткоин. И не знаю этого ни про одну монету. И никто, скорее всего, не знает, потому что все пользуются именно ценами в долларах. Это очень важно. Помимо криптовалют здесь имеются также еще и физические активы, да, то есть, например, золото, рыночная капитализация, да, Nvidia корпорация, все различные акции, серебро, платина и так далее. То есть здесь вы можете посмотреть не только криптовалюту, но, в принципе, для таких активов, да, существуют уже более профессиональные инструменты, но это все-таки CoinMarketCap, это больше для криптовалюты созданный сайт, да. Из такого, что еще приходит в голову, более-менее важного, что вам стоит знать, это, наверное, индекс страха и жадности, где мы можем посмотреть, какое настроение сейчас у людей. Как правило, это
отображает, ну, как бы общее настроение рынка, да, и, в принципе, как рынок себя ведет. Например, в моменты максимального страха, когда будет вот здесь там в красной зоне, значит, рынок очень сильно обвалится в этот момент. И, в принципе, в такие моменты самое лучшее время, чтобы откупать какие-либо активы, да, потому что люди боятся, а есть такое правило: покупай на страхе, продавай на жадности. Жадность, когда все растет очень сильно, народ жадный, народ хочет больше и больше и больше, значит, самое лучшее время продавать. Сейчас у нас биткоин 114 тысяч, происходила коррекция от там максимальных значений, да, и как мы видим, что сейчас индекс страха и жадности у нас, в принципе, более-менее нейтральный. Ну и помимо общего настроения рынка, да, имеется еще индекс альт-сезона, который все так очень ждут, чтобы получить максимальное количество иксов на ваш портфель, да. Произошел этот самый life change, вы заработали много денег и ушли на пенсию в 25. Ну и как раз здесь по этому индексу мы можем посмотреть топ-100 монет, например, за последние 90 дней, которые максимально выросли. Кстати говоря, это тоже может служить для вас неким индикатором, какие активы можно было бы, к примеру, зашортить, да, если та или иная монета очень сильно выросла, она обязательно должна будет откорректироваться. Роста без коррекции не бывает, и, естественно, на этом можно заработать. Но обязательно ищите информацию, почему выросла та или иная монета, потому что, к примеру, монета ОКБ имеет сейчас 250% и стоит на первом месте, да, но это произошло из-за того, что биржа OKX сожгла, если не ошибаюсь, 2/3 всей эмиссии монеты ОКБ, и ее количество стало равноценным биткоину, то есть также максимальный 21 миллион. И из-за этого сжигания, собственно, и произошел рост цены с 50 до 188 долларов. Это такая самая базовая информация, которую вы должны знать о CoinMarketCap. Ну и давайте теперь такое небольшое, скажем так, домашнее задание, да, это посмотреть остальные вкладки самостоятельно, чтобы закрепить ту информацию, которую я вам предоставил. Потому что во многом остальные вкладки это уже плюс-минус то же самое, что мы смотрели, просто немного в другом виде, да, или более какая-то конкретная отдельная статистика. Из самого такого важного, в принципе, мы все с вами рассмотрели. Но если вы со мной не согласны, также пишите об этом в комментариях и напишите в комментариях, что еще важного есть на сайте CoinMarketCap, что я не рассмотрел. Ну и, естественно, с вас подписочка на канал, лайкосик на этот видосик и ждите следующего ролика про следующий сайт. Также можете написать в комментариях, какой следующий сайт вы хотите, чтобы я разобрал. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем пока.